Телезрители, добрый день. В общем так, ребятки, по мелочи кружут по району, блин. Сейчас он загрузил опрыскиватель. Сейчас отвезу. Не знаю, останется время, не останется. Побежал я, в общем, бачок поменял. На рынок сбегал. С утра поменял. Отдал обратно этот десяточный. Взял газелевский, блин. Ну, в общем, буду газелевский ставить в этот. По трассе еду. Буду ставить его в ящик туда. Ну и все, там полный карман кранов, опять хомутов, блин. Сейчас выгружаться, да погодка вроде нормальная. Надо будет по тихой грусти опять начинать собирать, продолжать, потому что, блин, и работать надо, и выезжать, что только не надо делать. В общем, смотрите видео дальше. В общем, докупил я еще 2 крана. Решил я все-таки сделать, чтобы у меня передняя печка работала отдельно. То есть работала отдельно от задней. То есть надо заднюю включил. Вот, чтобы либо параллельно, либо если она не нужна, на лето ее можно полностью было перекрывать. То есть посоветовался там с кентом, он мне подсказал, что лучше сделать так. Ну так. Сейчас доделываю, переустанавливаю. В принципе, вчера-то я сейчас прибежал с рейса. Так, по мелочи катнулся. Сейчас буду дальше крутить. Ну вот так вот я делаю. Потом дальше вам все покажу. Сейчас попробуем, как печка снимается, как отщелкивается, как разбирается. Надо ее заусенцами. Просто там с такими пасеками, а один замочек без вот этого пасека. Отверточкой подъедем. Ну, в принципе, ребята, вот так радиаторы разбираются. Все нормально. То есть проблем достать и поменять радиатор не составит никакого труда. Сейчас мы с него все повытаскиваем. Где они подевались? Болтики вот эти. Гаечки. Так. В общем, мы тут дали жизни, разобрали нахрен этот. Сейчас, в общем, я трубки поставлю. Ну, в принципе, снимается. Потом покажу, как буду ставить. В общем, железочку я такую нашел. У меня еще одна была. Сейчас вот смотрим, как все это меняется, одевается без съемки вот этого кожуха. Нащупать только. Где она там есть? Блин, я ту вторую забыл. А нет.
вообще. Ее сейчас нащупать только надо, понять, где она есть. Провода идут. Начинает уже сереть. Да, все приходится делать на ощупь. Слушай, я не могу понять, где это защелка. А, вот она, ёлки. Все, попал. Попал. В общем, все нормально. Собирать просто так, дальняя, я визуально руками не помню, где эта защелка. В общем, сейчас будем подсоединять дальше. Подсоединим, покажем. В общем, подзакончили мы тут всю эту сборку. Значит, подзакончили сборку. Все-таки сделал я, как подсказал мне человек, Мишанька. В общем, что сделал? Вот это у меня идет подача на фильтр. Потом, посмотрите, какой я космический корабль тут собрал. Видите? Да, ну видно, значит. Вот, значит, приходит обратка. Я могу перекрыть вот этот кран. Вот этот кран перекрывается. Вот так его видно. Спокойно. Этот, вернее, этот открывается, а этот перекрывается. Все, у меня работает только передняя печка. Если мне надо замутить, чтобы печка, две печки работала, значит, я этот кран перекрываю, этот открываю. То есть здесь по этой теме все понятно, да? Вот. Ну, вот так вот, в общем, это все дело собралось. Здесь пойдут резиновые коврики. Это потом соберется все. Значит, что у нас с ящиком? С ящиком у нас дело, ребята, обстоит следующим. Вот так. Подожди, сейчас я... Чтоб она, блин. Печку вы видели, как она снимается, разбирается. То есть проблем, трудностей никаких нет. То есть отщелкнул, снял, поменял, если что-то надо. Смысл весь такой. Поставил я насос. Насос у меня стоит до вот этой печки. После печки уже, соответственно, пошла в обратку. В общем, с этими трубками, ребята, они, во-первых, тонкие, как я только не пробовал. Что я только и пробовал и греть, и крутить, и мутить. В общем, получилось вот только так, по-другому никак. Ну, в принципе, я думаю, нормально, да, вот это единственное, что перекрестие, ну, по-другому, я же говорю, ее никак не выведешь, ничего не сделаешь. Ну, в общем, такая тема. Так, поехали дальше. Сейчас, что мы делаем, блин? В общем, систему я
Долил пятерочку. Вот еще. То есть сделал вот эти выходы. Краны здесь у меня открыты. Хотел засунуть ее, то есть кабину откидывал, промерял, чтобы хватило на откинутой кабине. Сейчас уже темно. Вот, поэтому сейчас я уже ничего не буду делать, хомутами подвязывать, это уже дело другое. Ну, в общем, вот так вот получается у меня эта вся фигня. Хотел ее убрать в чехол, который я вам показывал. Но они дело в том, что силикон не лезет. Его надо мочить мылом, смазывать и туда запихивать. В общем, посмотрим потом, что мы там дальше придумаем. Ну, все, соответственно, здесь я подсоединил. Снизу тоже подсоединил. Ну, в общем, такая красота. Сейчас, блин, еще он насверленная. Надо будет все повыдувать, повымывать. В общем, сейчас смысл такой. Аккумуляторы, соответственно, чуть подзарядил. Антифриз подзалил. Сейчас хочу попробовать запустить машину. И посмотреть, как будет уходить антифриз. Кабину опустил. Как будет уходить антифриз и что будет происходить дальше. Посмотрим, как печки работают, не работают. В общем, такая ерунда. Сейчас найдем наш выключатель и пробуем. Так, а как мы проверим печки, если у меня напряжения ни хрена тут нету? Напряжения ни хрена нету. Сейчас, значит, попробуем что сделать. Сейчас я принесу вольтметр. Вот сюда или вот сюда приходит напряжение на эти провода. О, воздух. Воздух стравливается. Посмотрим, помпа продавит, не продавит. Дело в том, что надо, наверное, дать 12 вольт на тот мотор отдельно. Так. Сейчас я пойду смотреть, что там с антифризом, и потом вам покажу дальше. В общем, кинул я сюда сейчас, получается, 12 вольт аккумулятора. Сейчас попробуем верхние точки, это не верхняя, после насоса пустить чуть-чуть воздух. О! Главное, чтобы шланг не сорвало. Все, пошла. Все, затянула воду. Я имею в виду антифриз. Сейчас распускает. Сейчас посмотрим. Блин, дура. Мне подать.
на бачок антифризный. Воздуха там до хренища. Все шипит. И шланги так нормально поднажут. Сейчас, я думаю, тут прогонит. Блин, по пылесосе уж с тряпки высыпал хлама, блин. Все, ребята, трубки начали теплеть. Но еще там дохренища. Надо сейчас все швы проверить. Ну, просмотреть. Утечки нет. Отсюда уже антифриз выходит. Все, трубки потеплели. И воздуха еще до хрена. Еще так с рывками работает. Сейчас, если вы думаете, что я жульничаю, сейчас мы проверим этот момент. А ну посвети сюда. Где это? Что там, батарейки не сели? Не. В общем, сейчас я вам покажу, что я не жульничаю. Вот такой у меня прибор есть. У меня полностью есть набор для кондеров зарядки. Я кондерами занимался. Значит, смотрите. Включаю. Температура. Ну, сейчас я покажу под поток. 29 градусов. 30. 31. 32, 33, 34, 35, 36. В общем, по мере прогревания машины, то есть уже идет отсюда теплый воздух. В общем, все работает, все нормально. Печка дует просто бешено. Просто, ребята, отсюда шурует, блин. Такой конкретный поток воздуха. Так что все нормально.
работает. Ну, в общем, шланги теплые. Переднюю печку я сейчас не буду ничего вам показывать. Уже темно, время уже. Завтра подключу 24 вольта, заведу машину. Ну и также покажу. Ну, я думаю, что проблем вообще в этом не будет. Еще раз смотрим. Тогда было сколько? 36, да? Что такое? 35. Ну, в общем, держать приборы, показывать то, что работает, я думаю, смысла нет. В общем, до новых встреч, пишите комментарии.